Можно сказать, что трейдеры потеряли страх. С середины января индекс страха и жадности колеблется возле 50. Сегодня у нас цифра прямо ровно 50. Это нейтральная зона. Страх пропал, но жадность так и не появилась. Позитив начал расти с 13 января. Уже 15 января мы пришли на цифру 52 и до сих пор с небольшими падениями находимся в данной зоне. О чем это говорит? О том, что трейдеры все еще не могут поверить в то, что биткоин начал расти. Данный индикатор подтверждает, что до сих пор нет веры, что можно скупать любое падение, и жадности так и не появляется. Это хорошо. Но в целом крипторынок, если посмотреть на объемы, он становится более горячим. Объемы ежедневно продолжают расти. Все больше монет за 24 часа показывает проторгованного объема не просто больше миллиарда долларов, а уже подбираются и к полторашке. Кроме битка, эфириума и стейблкоинов, сегодня это Aptos, XRP, Axie Infinity, ну и к миллиарду подбирается Dogecoin и Solana. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Давно не смотрел вот этот индикатор, это сентимент пользователей Твиттера касательно цены биткоина. На медвежке он отрабатывал слабо, но давайте посмотрим, если это предполагаемый разворот, какое настроение у твиттерчан, у пользователей Твиттера на данном росте. И вот мы видим, цена показывает рост, сначала вроде бы позитив, а затем пользователи Твиттера как будто бы перестали верить в этот рост. И на самом сильном движении попер у них негатив. То ли они все в шортах стояли, то ли я даже ума не приложу, почему их не радует и не воодушевляет рост биткоина. Если же посмотреть, насколько популярен биткоин в Гугле, обновились показатели, и на начало года немножечко прибавилось интереса к битку. Я думаю, на следующем показателе рост будет намного существенней, но пока он все еще внизу. Очередной индикатор показывает сигналы на разворот. На этот раз это комбинация сигналов. MVRV Z-Score. Сегодня я уже размещал скрины данного индикатора у себя в телеграм-канале, ну и давайте здесь тоже покажу. Мы получили вот такую комбинацию отличных просто сигналов на рост. Это произошло вот здесь и вот здесь. Мы вышли из зоны капитуляции сигнальной линии, а ценой прошили снизу вверх другую сигнальную линию. И данная комбинация на истории нам демонстрировала неплохие результаты. В прошлый раз мы видели это, когда нас настиг Короныч в 2020 году. Также был выход снизу вверх из зоны капитуляции и прошитая индикаторная линия ценой снизу вверх. После этого начался настоящий булран. После капитуляции в 2018-2019 году аналогичная ситуация. Вот здесь сигнал, вот здесь сигнал. И пошли в хороший отскок. Ну и на предыдущей истории вы также можете проследить подобную же аналогию. Погнали дальше. Здесь у нас обновленная карта ликвидации биткоина. В прошлый раз мы находились немного дальше, ну и цена была, естественно, меньше. Теперь мы забрали весь шортовый объем, который здесь находился, и подобрались вплотную к самым большим пиковым объемам шортовых стопов. Велика вероятность, что именно их мы соберем перед тем, как пойти в большую коррекцию. Согласитесь, это выглядит более логичным сценарием, я имею в виду сбор вот этих стопов, чем, дойдя впритык к ним, развернуться и направиться сбривать, например, вот эти стопы. Да, их здесь как будто бы больше. Кстати говоря, не факт, они выше, но здесь зона шире. Поэтому я даю предпочтение сценарию с походом еще выше, перед тем, как пойти в более серьезную коррекцию на битке. Экономический календарь на предстоящую неделю. Здесь я отобрал самые важные события, которые могут повлиять на волатильность битка. В понедельник, во вторник ничего сверхъестественного. В среду будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в 18:30. В четверг неплохой день. Здесь же будет публикация в 16:30 ВВП за четвертый квартал 2022 года. Прогнозируется
ожидаются снижения. Также в 16:30 по четвергам, как обычно, у нас число первичных заявок на получение пособий по безработице. Здесь также закладывают негатив, прогнозируя увеличение количества заявок на пособие. А еще в 18:00 продажи нового жилья. Закладывают негатив, то есть снижение продажи. По-прежнему прогнозные показатели у нас больше направлены на ослабление доллара. Тем самым это хорошо бы сказалось на росте битка и других активов. В пятницу также не стоит забывать, что будут парочку интересных показателей. Это базовый ценовой индекс расходов на личное потребление и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. И здесь, кстати, не отмечено, но будет экспирация фьючерсов на биткоине, так как данная пятница, 27 января, будет последней пятницей января. Именно в этот день происходит экспирация. Если в понедельник и вторник на экономическом календаре не было ничего такого интересного, зато есть интересное по отчетности. Будут отчитываться корпорации. Понедельник, вторник, среда, четверг и пятница каждый день большое количество крупных американских корпораций будут отчитываться о своих финансовых результатах. Очень громкие имена. Нас в первую очередь привлекает это Tesla в среду. Помним, что у них на балансе были битки. Посмотрим, слили ли они их. Может быть, докупились. Ну и за остальными также стоит последить. Возможно, кто-то еще рискнул как-то повзаимодействовать с криптовалютами. В четверг, например, отчитываются MasterCard и Visa. В пятницу American Express, во вторник Microsoft. Ну и других также не стоит сбрасывать со счетов. Осталось рассмотреть в видео графики, и давайте к этому приступим. С дневки перейдем на 4 часа, рассматриваем биткоин. И в последний раз, когда мы здесь рассматривали этот график, предполагалось снижение и поход наверх с последующим падением. Пока все идет по графику, так сказать. Снижение произошло. Единственное, что я ожидал, будет еще одно снижение, но это не критично. В целом структура спрогнозирована была достаточно верно. Лишние рисунки сейчас удалю. Данное снижение отработало. Поход вверх также случился. Сейчас с большей вероятностью нас ожидает именно снижение в большую коррекцию. Давайте это удалю и обновим, что у нас здесь на графике. Ну, я думаю, вы видите. Объемы у нас начали падать, цена прет наверх, объемы падают, индикатор также вниз. Это нам говорит о том, что движение биткоина затухает, и если не произойдет ничего сверхординарного, то с большей вероятностью биток все-таки сходит скорректироваться. Вполне вероятно, не будет большого падения, если не будет новостного негатива. С учетом текущей ситуации зона оптимальная для коррекции стала выше. Она у нас теперь начинается с примерно 2600. Но если смотреть локально, движение вполне еще не завершено. Давайте глянем. Если рассматривать вот это последнее движение как пятерку в тройке, здесь у нас просматривается волна 1, 2, 3, 4 и еще не хватает одного заброса для завершения структуры последнего импульса. Но я думаю, что это видят многие. И здесь может произойти что-то неординарное. Либо мы укороченную пятерку нарисуем, либо вообще можем улететь и протестировать уровни выше. Глядя, например, на карту ликвидации, здесь у нас пиковые объемы 23 800. Где у нас находится 23 800, это совсем близко, уже вот она. Поэтому все это складывается в логическую цепочку, заброс и уход на коррекцию, сбор стопов. Давайте посмотрим, где вот эти пиковые объемы на 25 тысячах. 25 тысяч, конечно, повыше, но все-таки это тоже реально. Думаю, будет что-то подобное. Думаю, по биткоину прогноз понятен. Давайте посмотрим, что у нас на эфириуме происходит. На 4 часа перейдем. Здесь у нас также предполагался сценарий со снижением, с забросом наверх и большой коррекцией. И, кстати, мы здесь находимся возле просто шикарного уровня сопротивления. Сразу скажу, здесь прогноз отработал, снижение, рост. Посмотрим, будет ли падение. А вообще здесь также объемы падают, индикатор снижается. Смотрим часовик. Предположительно 1, 2, 3, 4, 5. Пятерки не хватает. Вполне вероятно, потолком может послужить вот этот уровень, уже давным-давно отмеченный на уровне 1700. И после этого уже оформим более крупную коррекцию. Откуда у нас этот уровень 1700? Давайте глянем. Вот он у нас отрабатывал еще с мая 2022 года. Но я думаю, если перейти на дневку, можем увидеть, как он отрабатывал и раньше. Цена реагировала на него еще и в феврале 21, и в мае 21, в июне 21. В общем, неплохой уровень для того, чтобы и здесь цене притормозить. Что у нас здесь еще не обновлено? У нас здесь не обновлен уровень коррекции. На данный момент зона для оптимальной коррекции также оказывается выше, сейчас это 1479, но стоит учитывать, что если будет вот этот вот заброс выше, зона еще поднимется повыше. На сегодня все, подписывайтесь на канал, на телегу, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BNX. Всем удачной торговли и счастливо!